Всем привет! Вот, сегодня будем допиливать переднюю подвеску. Вот, конкретно стук справа вот, достал. Если у вас ничего не стучит или вы ничего не слышите, вот, можете закрывать это видео и посмотреть что-нибудь другое. Будем ставить шайбы вот, от DS5, верхние, упорные. Вот. С виду такие прям они, так вот, у них вот это вот походу типа полиуретана, но какой-то прям такой мягкий он полиуретан. Вот, по сравнению со стандартными, где вот здесь вот тоненькая резиночка и там пупырышек штучек 6. Вот, цена там в районе 500 рублей за штучку. Вот, Arctical, вот он, 5033 в 9. Вот, что нам нужно будет? Нам нужно снять дворники. Вот, переводим их в сервисный режим. Вот, на заглушенном моторе ручку дворников вниз вот, дергаем, переводится. На 16 откручиваем. Снимаем перекладину. Тут вот болтик на 10. С той стороны защелка. Вот, жабо. Значит, самое тут сложное, я вот уже снял. Вот в этом месте, значит, вот от вот этой вертикальной стойки есть маленькая, так вот сделаем, маленькая защелочка вот к этой потехе. Вот. Я загибал проволочку, вставлял сюда вот такая полукруглая проволочка и отжимал защелку. То есть отсюда с этой стороны смотрел. Это вот самый гемор такой. Вот. Ну а дальше сейчас будем разбирать, будем смотреть, станет ли вообще эта потеха. Так, продолжаем замену верхних чашек. Вот, всю эту потеху я снял уже. Вот, для удобства, чтобы вам не бегать потом, значит, вот эту гаечку, чтобы открутить, вот, купите себе сразу ключик рожковый накидной, потому что головкой, не знаю, люди откручивают, но это тут вообще такой гемор головкой откручивать. Вот, и шестигранник, где он тут лежит, вот, то есть вот такой вот шестигранничек, вот, на 7, вот, и все, в принципе, нормально разбирается. Значит, открутил гайку, что вот заметил, вот эта вот шайба, вот так вот у нас громыхает. Ну, в принципе, это вроде как бы должно затягиваться, гайка не громыхать. Но, не знаю, вам видно, не видно, сейчас на свет подойдем. Вот так вот мы сейчас на свет подойдем. Так, ну, не знаю, насколько вам видно, но вот здесь вот потертость, и не от того, что гайка открутилась, закрутилась, а от того, что она эллипсом вращалась. Вот, то есть, может быть, и тут какие-то причины стука. Вот, я на всякий случай. Вот, потому что на верхней чашке тоже отверстие, тут с допуском, с хорошим. Вот, изолентой, наверное, на саму стоечку намотаю. А вот с этой стороны вот немножко геморно получается. Вот, не знаю, придется, не придется, дворники, вон там он гаечку одну откручивать на 10. И вот здесь вот тоже момент такой неприятный. Все-таки текло жабо, но текло оно не потому, что как бы, потому что я подгибал вот эту перекладину, все прижималось, а из-за того, что вот эта часть, она даже защелка не была в стекло вправлена, она была под нее засунута. И тут буквально, я говорю, не знаю, сборка, конечно, калужская, это вообще жесть полнейшая. Вот, сейчас поменяю туда, прикручу, сюда и посмотрим, вообще сюда встанет, не станет, потому что места как-то тут не очень много с этой стороны. Вот, поменял, значит, две чашки. Вот. С момента, вот как начинаешь откручивать гайки и прикручиваешь, ну, максимум уходит на все, про все полчаса. Вот, единственное, с вот этой стороны хитрость. Все-таки нужно открутить вот эту гаечку. Вот. Когда чашку даже будете снимать стоковую, чуть-чуть приподнять, вынимаете, также вставляете, вот в обратной последовательности все закручиваете. Вот, что хочу сейчас еще сделать. Вот здесь вот у нас стекло нависает, ну, сколько тут сантиметров, наверное, 8. Вот, просто летом заметил, когда вот в пробках стоишь, стекло в этом месте вообще огняное, то есть, видать, температура от двигателя, вот нагревается стекло, вот, все это дело один хрен и в салон прет.
Также, думаю, по идее, может быть, шума хоть меньше чуть-чуть станет, может быть, за счет отражения от сплена. Вот, то есть сейчас полосочку вырежу. Единственное, вот здесь вот надо будет сделать миллиметров на 5 поменьше со всего периметра, потому что здесь вот защелки от жабов вставляются. Вот, так что, ну, на этом как бы все. Вот, сейчас попозже поеду. Вот, расскажу, есть ли смысл вообще заморачиваться с этими чашками, потому что некоторые шумят, что стойки шумят, что опорные подшипники сами стучат. Вот, ну, я как-то больше гляжу вот на вот эти верхние шайбы. Вот. И вообще эту задумку, то есть не я придумал, это еще давным-давно на 308-х пошла заморочка, то есть они увидели, что надо S5 такие вот шайбочки, вот, поставили, но у них там немножко поменьше места, они там что-то и подпиливают, тут ничего подпиливать не надо. Вот, здесь все отлично, там где-то сантиметр точно до самой какой-то ближней точки, там вообще вот с той стороны там километр. Вот, так что сейчас вот прокачусь, вот, и отпишусь, есть ли смысл.